баварской деревушке. Вот такая красотища нас встречает. Пойду бочки открою. У меня желание баварских колбасок. Бутылки с вином. Нет, что-то. Там все бухает кот, а ты потащил нас сюда. Посадка и едем 2 часа. Генераль Бельграну. Вот. Пиво пить. Dos personas. Давай в серединку сядем. Все, уселись в автобус. Ждем ретиру. Небольшая остановка. Такой у нас автобус. И вот такой маленький городок. Мы выезжаем из Кордобы, оставляя позади шум города. Дорога постепенно поднимается в горы, а перед нами открывается совсем другая Аргентина. Тишина, простор и цвет неба, который бывает только здесь. Справа появляется водохранилище Лос-Малинос, гладкое, будто зеркало, и на мгновение кажется, что время замедляется. Мы едем туда, где жизнь становится проще, где воздух чище, а люди душевнее. Вилья Генераль Бельграну. Мы уже почти приехали. Итак, госпожа Кристина, озвучьте свои первые впечатления. Такое ощущение, что мы не в Аргентине, а где-нибудь в Баварии, в баварской деревушке. В общем, красивые места тут очень. Мы так пока вот только с автобуса слезли, немножко оглядимся. Да, это совсем другая Аргентина, ни на что не похожая, совершенно другая. Да, красиво. Неприлично красиво здесь. Уютно. Да, мы в таком месте впервые, так что для нас это будем кутить. Делать всякие безобидные вещи. Это место. Это вообще другая Аргентина. Да, это другая Аргентина, много людей, много туристов. Сразу видно здесь какое-то мероприятие, потому что народу много. Да, давай дойдем все-таки до отеля, там бросим кости. Там шампанское сила. Кружки. Кружку обязательно надо будет купить нам. А то что мы? Где-то здесь продается платьишко, мы обязательно тебе его прикупим. Кошку надо будет приодеть. А мне рога купим. Нет, шляпу тебе. Шляпу с рогами хочу. Давай бросим сумки кис, потом шибанем обязательно. Мы что сюда приехали? Трубы горят. Ну. Красиво. Нравится кошка? Да. Не хочу уезжать отсюда. Ты понимаешь, что пивные на каждом шагу. Я в раю. Цветочки, рожков нету, но цветы есть. Ладно. Первые эмоции, да? Реально эмоций много. Очень красиво здесь. Одна из главных площадей. Да. Не знаю, невозможно все вам показать, конечно. Но мы в каком-то удивительном месте. Где фигурки? Вон они. В общем, скажем так, если бы кто-то приехал бы сразу вот сюда, то для него Аргентина была бы суперским местом. И так оно и есть. Место реально волшебное. Рядом горы, улочки красивые. Вообще все красивое здесь. И очень приятно здесь находиться. Сейчас пойдем бочки откроем. Пойдем бочки откроем. Отель у нас в одном месте находится, а там, где мы остановились, номер наш, он совсем в другом месте. То есть чуть подальше. Нам пришлось идти, но... Вот тут тихо, да, и цена. Если вы берете что-то такое, прям, дорого будет. Тут как бы чуть подальше мы взяли. Ну, подальше это сколько, 3 минуты пешком от центральной улицы. И вот такая красотища нас встречает. И вон там у нас уже идет главная улица. Привет! Прикинь, здесь какие-то люди живут, и они такие, для них это все вот, типа каждый день. Обыденность. Все вот это. Сейчас, значит, план такой. Перекусить, выпить, и потом поискать себе платьишко. Пирожки. Да.
Кошку оденем в платьюшко. Как девочку. Будет у нас красотулька. Честно сказать, хочется посидеть везде сразу. Вот поэтому и глаза разбегаются. Выбрать тяжело. Все тут очень красиво. Решили зайти туда, где вот при входе у нас была кафешка классная. ¿Cuánto cuesta? 10 миль вот такие. Обычная косметика и кружки продают. Первое хватать не надо, потому что у нас так обычно бывает. Мы зайдем, о, классно. Да. Мы же не собираемся бросать пить пиво, да? Поэтому пускай кружки будут. Будем потом из них жрать пиво дома. Кто тебе сказал, что мы собираемся вообще, в принципе, завязывать с алкоголем? Ну, мы же 30-летним, это для нас норма. 35. Но за 30, скажем так. Типа бухать, жрать, а потом себя винить за это. Куда-нибудь сюда приземляемся, да? Вот, как раз местечко есть. Ну, как вам первое впечатление? Расскажите нам. Подожди, мои первые впечатления будут После первого глотка. После первого глотка и что нам принесут. Потому что у меня желание баварских колбасок. Я прям очень хочу быть толстый, как сардельки. Не уверен, что будут баварские колбаски, но... Ну, мы же с тобой на видео вчера на ютубе нашли. Там типа шашлыка делают, баварская колбаска с овощами. Да. Шашлыка. Вот я что-то типа такого хочу. И, кстати говоря, очень хорошо, что мы поселились далеко. Потому что все алкаши, которые будут тусить, кутить, орать и визжать, они спать не дадут. Потому что мы здесь нормально выспимся. Сегодня я буду кутить. Айс? Ну, холодная кружка. Helado. Español, pero de español. Yo traigo ahora la patata. Sí. Bien. Y después de eso, Después. bien, tenemos para comenzarle son hot dog alemanes. Bien. Sí, hot dog. 3 хватит? Да, Esto es suficiente para 2 personas. Ya, sí. Muy bien. Sí. давай на любой уже. Сидит, разговаривает. Ну, будь здрав, боярин. Совсем другой, слушай. Так, товарищи, если кому интересно, вот наш счет. Вот насколько мы съели. Это где-то $50. Давайте вам снимем немножко изнутри то место, где мы покушали и попили. Вот так это все выглядит. Очень, да, вот даже ступеньки если взять. Очень некрасиво. Ола. Очень необычно. Вот, и люди такие довольные. Вот. Столы. Здесь бутылки с вином, с пылью. Вот так это все выглядит. Очень уютно. Такой, значит, трактир века 18-го. Видео? ¡Salud! ¡Salud! Rompió el vaso. Muy bien. Gracias. Хотел деревянную, давай деревянную тебе и возьмем. Ну, такая слишком, вот это вот ничего. Блять, и убить можно. 20 тысяч. Это под маты вообще было. Изначально. Мы в Бельгране, тут про маты не надо.
Тут другого. Хотя про маты вот они. Ну, про маты вот, да, есть. Но... Я имею в виду, что в первую очередь здесь не маты, главный напиток. Ну, мне лучше об этом, но удобнее подобно. Конечно. Вонючки есть, кстати. Снимаешь? Да. Снимай. Снимай, кому сказал. Очень вкусно пахнет. Я думаю, кружки надо брать для меню и все, не париться. Ну, люминевая от одного удара она погнется. Она вообще, знаешь, она тонкая. От какого удара? Что собралась От делать? вот такого удара, Вот. понимаешь? ¿Dónde podemos comprar vestida? No, acá no. ¿No? No. ¿Dónde? Los que se ven se alquilan, pero no se venden. Ah, sí. Sí. Bueno. Gracias. Платья не купить здесь. Пойдем. Манурочка. Манурочка. На что это похоже? На гнома переростка. Прикольно. Зеленая. Но это совсем она большая зеленая. О, шляпа. А, блин, это на гноме шляпа. Я думала, она продается. Так, дамы и господа, мы с вами дошли до надписи Октоберфест. Фиеста. Октоберфест в Вилля Генераль Бельграно – это маленькая Германия в сердце Кордобы. Пиво, музыка, танцы и та самая атмосфера праздника, ради которой сюда приезжают люди со всей Аргентины. Здесь все просто. Ешь, пей, улыбайся и наслаждайся моментом. Таксофон не работающий. Сказать, там пернули в трубку не получится. Прикольно все сделано, много открытых пространств. То есть не одни только дома. У меня агония, это Патагония. Октоберфест и бочка. Давай на картонах сядем, сфоткаемся под лучкой. Четвертак. Встань моську свою сюда. Куда моську встать? Очки только сними. Вон еще одна большая есть. А что они не продают эти платья-то? Вот Красные. там платья. Вот шляпы, вот они, классные. Это интересно все сделано. Хотели платье, вот оно платье. В рыцарских доспехах. Приборках. Вид. Покажем вам немножко улиц не туристические. Это вот не туристическая уже улица, просто жилая. Вот они вам современные бочки с пивом. Да, вот как это выглядит. Парочку заверните, да? Даже не знаю, что это такое и что это означает. Довольно я. Ну, не знаю, это декоративная такая тема или настоящим, скорее всего, декоратив. Хотя все равно вся улица, она как декорация к какому-то фильму. Христианская коммуна. Шляпу.
Сомнительно, ну окей. Да нет, чего вы? Нет. А такую? Этот австралийский фермер, да? Такая лучше. Я как полудурочная, в ободке, У тебя, на стиле. у тебя ободок красиво выглядит, и он... А ты, значит, без всего, да? Понятно. Вот она где... Значит, без всего, но... Семейная солидарность. Надо немножко отойти от этого пива и телефон подзарядить. У меня 10% зарядки осталось уже. Без остановки все снимаю, поэтому сейчас мы пойдем поваляемся чуть-чуть, часик, зарядим телефон и вечером еще раз выйдем, уже посмотрим на вечерний Бельграну, как все это выглядит вечером. Думаю, что интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока что. Там мы продолжим. Рождественская елка из металла. Как говорится, Рождество там, где нет ни снега, ни даже намека на холод. Ну вот как-то так. Все это, кстати говоря, напоминает Рождество, да, но только без Рождества. Выпили мы, значит, пиво тут в одном из ресторанов. И тут мы поняли, что, наверное, надо делать так, как надо, да, то есть выпить литрушечку в одном ресторане и идти пить литрушечку в другой ресторан. Ну, то есть не застревать в одном. Поэтому сейчас попросим счет и пойдем в кафешку, в бар. По-моему, Бруно она называется, там известная такая вывеска. Написано, что якобы это пивоварня. Вот мы туда пойдем и проверим, что у них там за пиво. Уважаемый Мурзазаде, вы что-нибудь добавите к этому сказанному? Я только за. Ты вообще счастливый мужик на этом свете. Тебе жена не говорит, хватит пить, а говорит, давай, наливай. Да. Когда мы после двух, точнее сказать, пивных, вернулись туда, где мы были сегодня днем, и это оказалось самое лучшее место, самое вкусное пиво. Да, мы сегодня выпили 5 литров пива на двоих. В сумме. Вот, вернулись, да, где были изначально. Здесь вкусно все. И здесь самый классный туалет. Ой, блин, я думаю, там собака сидит. Лиса. Зябка. Зябка, да. Правильно сделали, что мы олимпийки с собой перли. Итак, дамы и господа, сегодня у нас второй день в этом прекрасном месте. И сегодня у нас по расписанию поход в горы, туда. Сейчас мы вам все покажем, прогуляемся в горы. Надеюсь, мы справимся, поднимемся и посмотрим на панораму всего Генераль-Бельграду сверху. А также Это то чувство, когда муж тебя позвал отдыхать и пьянствовать, а в итоге с утра пораньше он тащит тебя в горы. Так, дамы и господа, идем мы, и вот у нас такой домик встречается по пути. Домики тут вообще классные. Сейчас будем идти снимать по возможности. Сомнительное мероприятие, да, у нас есть? Это сомнительное. Я себя готовила к тому, чтобы отдыхать, а не работать. Пить пиво. Физически. Это еще мы даже не дошли до горы. До самой, мы просто поднимаемся к горе. Вот, но Под конец я буду макромыш. видео классные требуют жертв. Макромыш. Макромыш. Что такое макромыш? Ну, мокрая мышь. Как мышь мокрая. А мышь что, мокрая? Знаете, поход будет тяжелым, но красивым, да. Путешествуйте, оно того стоит. Ага.
Откровенно говоря, тут каждый дом надо снимать. Потому что тут такие домики прям реально сказочные. Это хотя мы далеко от туристической зоны. Это уже просто такое. Тоже еще туристическое, но не самое туристическое. То есть не прям на центральной улице. И тут такая, красота. Просто хочется здесь остаться. Вот что-то подобное я всегда хотел. Домик, знаете, с участком, с деревьями, чтобы... Как люди реагируют. Да, вот такая реакция граждан на камеру почему-то. Вот. И вот такие вот домики. Так, ну вот мы подходим уже непосредственно к подъему. Итак, вот они ворота, ну, начало тропы. Пойдем вверх. Боже, спаси, сохрани. Да. Походу будет нелегко. Так, вот он. Pico de la Virgen. Так, мы здесь. Да. Y usted está aquí. Subida. Вот здесь фронтира, вот здесь отдохните, говорит. Потом вот здесь посмотрите вниз. Ну и дальше, если у вас все-таки духу хватит, поднимайтесь к пику де Алеман. Пик немца, если перевести. Все, пойдем. Вверх, да? Да. Ну, в принципе, не так-то много. Не, 1,3 километра, это, я понимаю, длина, а не высота. Ну, да. Вот наш первый вид. Поднялись немножко, правда, еще, но вот уже. Это наш первый хайкинг, наверное, да? Такой серьезный. Совместный, да. Совместный. Ну, там я в детстве бегал по горам, конечно. Это так давно. Вот такая площадка. Поднимается под таким же углом. Там была еще и лестница. Нет, на дому пик. Пикадама? Пикадама? Когда? Немножко коротенькие. Я тебя люблю, кот, но не настолько. Так, вторая точка, откуда уже видно панораму. Нам туда. Итак, мы добрались вот до такого места. И дальше продолжаем наш путь. Да. Давайте здесь осталось. Теперь по-настоящему, да? Играть не надо на камеру. Прям высоко мы поднялись. Тяжело дышать. Город там где-то внизу. Слышно музыку, там все бухают Там все пиво. бухают, кот. А ты потащил нас сюда. Обещал туда. Сейчас пойдем туда, давай уж завершим восхождение. Давай лапу. И вот, дамы и господа, вершина мира. Ну или вершина этих мест. Вот где это находится. Собственно говоря, можно было вот до отсюда дойти и все. В общем, закончили мы эту тропу. Ноги болят, все болит.
О, в общем, тяжелая оказалась тропинка, да, Качка? Все, пойдем пиво пить. Блин, после такого пива пить не надо, наверное. Надо. Надо просто отдыхать и лежать. Итак, мы полностью готовы, укомплектованы на Октоберфест. Идем. Купили себе кружки. В общем, все как положено. Теперь мы настоящие участники этого процесса, так сказать. Фух. Дай бог выжить этим вечером. Выживешь, и куда ты денешься? Да мы уже, блин, по литру всадили. Да, нормально. Да. Ну, жена говорит, нормально, так что, наверное, нормально. Жена у тебя алкотра. Да. По дороге вам немножко живописных улиц. Инстаграм. Да, да. Я человек ютубный. Hola. Где? Okay. Gracias. Entrada. Ступеньки сегодня у нас. Опять ступеньки. Дайте ступеньки, я готова подниматься. Gracias. О, мы. Там большая сцена. Тут тоже кружки продаются. Тебя без кружки тут никто не оставит. Nos hacen vivir en nuestros hogares, Gracias a los más pequeños. A ver, por favor, vamos a ampliar un poco. Gente hermosa, que está con nosotros en esta fiesta, dando sus primeros pasitos en esta edición número 62. Bueno, todos ustedes. Ну вот, налили нам наши кружки. Gracias. Somos rusos. Gracias. На, давай. Да что как положено, давай. Да. Пойдем. Señal del Sauce TV, nuestros amigos. Мы полностью согласны с тем, что они там говорят. Ни хера не понимаем, но согласны. Ладно, мы понимаем, что они там говорят, конечно, частично. Поздравляют всех пивоваров. Говорят, что высказывают уважение и все такое. Очень хвалят пивоваров. Guardado cada Вырежем. se nos cumplan todos nuestros deseos.
Argentina. Hi, soy Sufra. Come on. Soy Sufra. Здесь действительно поинтереснее. Да, нет диких подъемов, и при этом, знаете, вообще никаких звуков, только ветер и звук воды. Даже людей толком нету, мы пару человек встретили за все время. Да, вот эта прогулка нам больше подходит, да, чем вчерашняя дичь. Вчерашняя дичь. Вчера действительно была дичь. Встали мы, ноги болят, мы обгорели. А здесь, знаете, вот идешь в теньке, как бы специально как будто сделали для походов вот таких. Красотища, тенек. Зеленушки пахнут. Да, пахнет зеленью, такой лес с ручейком. Не, это нам нравится. И опять эта собака, а? Засранка. Ну, дрон мой пыталась поймать. Чуть даже не поймала один раз. По красивым местам. Теперь ждем такси. Мы и сейчас в красивом месте. Красивое же место? Да. Да. Вот, и ждем такси. Сейчас поедем за вещами и, наверное, домой. Что-то мы устали. Мы устали и очень сильно обгорели. Да, обгорели морду вон. У тебя лицо, шея, а у меня руки и ноги. Все красные. Да. Вот, поэтому поедем домой. На автобусе билеты у нас уже куплены, открытые. Тут такая тема есть, можешь купить открытый билет на любое время. Ну, садишься. Вот, поэтому поедем. Домой отдыхать.